Так неожиданно я еще никогда никуда не собиралась. Получить приглашение в Валенсию было очень круто. Испания. Но что там интересного в Валенсии, я вообще не представляла. Я ожидала чего угодно. Маленький уютный город или шумный курорт. И сначала он показался мне обычным. Ну что, море как море, тепло, песок, люди. Все понятно. Но с каждым днем он удивлял меня все больше и больше. Валенсия – третий по численности и один из старейших городов Испании. В его мягком климате прямо на побережье Средиземного моря, где солнце светит почти 300 дней в году и круглый год зелень, живет сегодня около 800 тысяч человек. Светлый, чистый, с широкими прямыми улицами и бесконечным потоком велосипедистов. Таким я его увидела. Несмотря на свою 2000-летнюю историю, за которую город успел накопить памятники разных эпох, начиная с Римской империи, Валенсия совсем не выглядит старой. Это интересное сочетание древних культур, современных архитектурных решений и любви местных жителей украшать свои дома создает особую атмосферу, которая легко запоминается и, кажется, нравится почти всем, кто здесь бывает. Первое, что меня действительно впечатлило – проект, который был задуман еще 35 лет назад, но до сих пор выглядит как что-то из будущего. Вот он, космопорт из стекла, воды и теней. Этот комплекс – город искусств и наук. Здесь и театр, и музей, и планетарий, и океанариум – один из крупнейших в Европе. Но когда-то этот проект называли провалом. Строительство растянулось больше, чем на 15 лет. Бюджет вырос со 150 миллионов почти до 1 миллиарда евро. Местные долго считали его чем-то вроде архитектурного каприза, критиковали. Поэтому город не рекламировал этот проект как свою гордость. Он был слишком дорогим и скандальным. Но потом туристы начали приезжать именно сюда. Кадры комплекса стали символом города в соцсетях. Да, его строили дольше, чем планировали, потратили больше, чем собирались. Зато теперь без него Валенсия уже не Валенсия. Оказывается, Валенсия – зеленая столица Европы. Но, как говорится, не было бы счастья, да помогло несчастье. В 1957 году из-за сильных дождей Валенсию затопило. Река Турия, которая в то время протекала через центр города, вышла из берегов. И это была жуткая трагедия. Вода поднялась тогда до отметки, что над моей головой. И тогда город принял радикальное решение – отвести реку в сторону, а на ее месте устроить парк. Теперь парк Турия – это один из самых длинных городских парков в Европе. 9 километров зелени под десятками старинных мостов. Тут бегают, катаются, выгуливают собак, играют. Есть разные зоны отдыха, поля для футбола, регби, бейсбола, каток, ботанический сад, зоопарк, мандариновый сад. Город наук и искусств тоже, кстати, построен здесь. Недалеко от него лежит гигантская фигура Гулливера, на которую можно забраться, лазить по ней, кататься. Это настоящее игровое пространство. И туда точно стоит заглянуть, даже если ты давно не ребенок. На пути к старому городу парк соприкасается с несколькими садами. Самые известные – сады Монфорт и Виверос. Симметричные аллеи, фонтаны, статуи. Тихо, ухоженно и как будто немного вне времени. И если идти от города искусств и наук просто по прямой, парк сам выстраивает маршрут к старому городу. От футуризма к истории, от воды к камню. Я заметила, что несмотря на внушительный список достопримечательностей и твердое намерение следовать карте, почему-то все время сворачиваешь на эти маленькие средневековые узкие улочки. Таких здесь много. Они будто специально устроены так, чтобы тень держалась дольше, а ты шел медленнее.
Архитектура этих, на первый взгляд, простых зданий должна была бы служить фоном для величественных соборов и площадей, не привлекать внимания. Но именно здесь ты почему-то все время останавливаешься. У двери с рисунком, под балконом, украшенным чем-то, возле дома котиков. В этих кварталах не нужно искать что-то конкретное. Ты просто идешь без цели. И все важное само оказывается перед тобой. В этом, по-моему, и есть главное удовольствие от старой Валенсии. Наверное, в каждом старом городе есть главные городские ворота. И Валенсия в этом не исключение. Башня Сиранос – это одно из старейших городских укреплений. В прошлом часть крепостной стены и главные городские ворота постройки XIV века. Через эти ворота шел путь в сторону региона Лос-Сиранос, в горные районы Валенсии. Через них входили торговцы, странники, воины, позже заключенные. В XIX веке башни использовались как тюрьма для знати. Сейчас это просто часть пейзажа. Но когда проходишь под ними, кажется, что город немного меняет звук. Старый город. Центр Валенсии не очень большой, но он как архитектурный пазл. Готика, барокко, модерн, неоклассика – все рядом. Буквально век на веке, стиль на стиле. В 2022 году Валенсия получила звание мировой столицы дизайна. Это и про архитектуру тоже. Так что если у вас в планах ее изучать, здесь для вас много всего есть. Например, одно из самых значимых зданий Валенсии – Шелковая биржа. Выглядит как средневековый замок. Зал сделок с его 17-метровыми спиральными колоннами, похожими на каменные пальмы. Торговый трибунал с уникальным деревянным потолком с позолотой. Зал суда и 28 горгулей, наблюдающих сверху. Это шедевр архитектуры поздней готики. Конец 15 века – время, когда Валенсия была крупным торговым портом. Здесь заключались сделки по продаже шелка, решались вопросы морской торговли и судоходства. А прямо напротив центральный рынок, один из крупнейших в Европе и, конечно, действующий. Жемчужина валенсийского модернизма. Рядом с ним королевский приход святых Хуанов. Изначально построен в готическом стиле, но после пожаров фасад восстановили уже в стиле барокко. Тут же базилика Святого Сердца Иисуса. Фасад в стиле эклектики XIX века, внутри барокко, часто бывает открыто, и туда можно просто зайти без очередей и билетов. А если вдруг вам покажется, что Валенсия слишком сдержанна, посмотрите сюда. Мишура, венки, плюшевые мишки, красные банты. И не важно, что сейчас не декабрь. Местные называют его Папа Ноэль, типа Дом Деда Мороза. И кажется, он оправдывает это звание круглый год. Мы на площади Королевы. Здесь у Валенсии точка отсчета. Отсюда расходятся радиальные дороги города и начинается нумерация домов. В 1930 году здесь начал свою работу первый валенсийский светофор, который управлялся вручную стражами города. Здесь пересекаются маршруты, стили, люди, звуки. С этой площади открывается вид сразу на несколько архитектурных эпох. Кафедральный собор Валенсии как собрание фрагментов истории. Его строили и перестраивали в течение многих столетий с начала XIII века. Поэтому здесь можно найти и готические арки, романские, и ренессансные элементы, и барочный фасад с главного входа. Одна из капелл собора хранит главную реликвию этого места – Святой Грааль. По легенде, тот самый, с последней вечери.
Когда-то здесь находился римский храм, от него остались колонны. Во времена арабского владычества он был преобразован в мечеть, а после возвращения города христианам в XIII веке на том же месте начали возводить собор, используя и прежний фундамент, и те же камни. И вот, восхищаясь красотой храмов, я все время думаю, что многое в мире появилось только потому, что кто-то верил. Верил настолько сильно, что ради этого строил соборы, писал фрески, создавал музыку. И столько же было разрушено, тоже из-за веры. И где же заканчивается духовное и начинается человеческое? И, пожалуй, еще немного о духовном. Сбоку к собору примыкает королевская базилика Богоматери отрекшихся, главное святилище города. Деву Марию здесь называют покровительницей Валенсии. Ее образ – один из самых почитаемых. Мы зашли в самый разгар службы. В этом месте все снова возвращается к воде, к Турии, которую олицетворяет фигура мужчины. 8 женских фигур вокруг него – это 8 притоков. Фонтан символизирует древнюю систему орошения, которая до сих пор используется в Валенсии. Река, которая когда-то текла через весь город, теперь просто напоминает о себе – камнем, фигурой, прохладой. А это уже не совсем старый город, но архитектура здесь все еще историческая, на границе 19-го, начала 20 века. Эпоха модерна и неоклассики. Прямо у выхода из метро – северный вокзал Валенсии. Скорее театр или дворец, чем транспортный узел. Фасад украшен керамическими панно, а внутри витражи, резные потолки, кассы, похожие на музейные стойки. Но поезда отправляются отсюда каждый день. Сколько же в Валенсии красивых зданий! Куда ни повернись, всюду фасады, башни, купола, фонтаны. Каждый взгляд почти открытка. Ратушная площадь, большая и треугольная, это центральная площадь города. Здесь городская мэрия с часами и флагами, как положено. Напротив здания главпочтамта, который тоже выглядит как дворец. А под ногами плитка теплого кирпичного цвета, такая гладкая, что хочется идти по ней босиком. Здесь проводятся городские праздники и берут начало большинство экскурсий. А в центре устанавливают гигантскую фигуру из папье-маше для фестиваля Фальес, масштабного праздника весны, который проходит в середине марта. На одной из улочек мы решили приземлиться на обед. Что заказать? Конечно, паэлья и сангрия. Слова, которые звучат как часть пейзажа, как запах моря или звон ложек в уличном кафе. Желтый рис, хрустящие краешки, запах розмарина, вино и фрукты. Сидишь за столиком, смотришь на прохожих, на столе яркое, горячее, с дымком. И этот момент запоминается не вкусом, а ощущением. Мы в отпуске, все по плану, ты свободен, спокоен и никуда не спешишь. Осталось пару слов сказать про музеи, которых здесь превеликое множество, и многие из которых по воскресеньям открыты совершенно бесплатно. Конечно, не про все, но про некоторые точно стоит рассказать. Сначала о музее керамики. Тут все начинается с фасада. Он настолько пышный, что сложно поверить, что это просто вход в здание. Часть фресок на фасаде еще и не сохранились. Внутри – история развития керамики на территории Испании. Фарфор, плитка, посуда, мебель, карета, реконструкция старинной кухни. И все это еще и в старинном дворце маркизов Дос Агуас, интерьеры которого можно рассматривать часами. Еще один музей изящных искусств.
Тут наоборот, все очень сдержанно. Просторные залы, мягкий свет, мало людей. На стенах Гойя, Веласкес, Эль Греко. Если вы интересуетесь живописью, это точно стоит визита. Я люблю иногда посмотреть на картины, но фотография мне ближе и понятнее. А это дом повозок Рокос, музей процессии Корпус Кристи. Небольшой. Здесь хранятся повозки, драконы, гигантские фигуры и маски, которые раз в году в июне выходят на улицы города, чтобы поучаствовать в уличной процессии Корпус Кристи. Ритуал древний, представьте, с 1516 года, шумный и зрелищный. А пока праздник не настал, все герои молча стоят в полумраке залов. Кажется, я рассказала почти все, что хотела. Хотя Валенсия из тех городов, о которых невозможно рассказать все. Сколько бы ты ни показал, обязательно останется что-то неснятое, незамеченное, о чем стоило бы рассказать. Да и ведь этот рассказ еще не все. Есть еще другая Валенсия, не город, а горы, пещеры, водопады, крепости. О ней в следующем фильме, скоро. Самое главное, что хотелось бы передать в кадре, не название и даты, а это ощущение, не знаю, полета, когда ты свободен, спокоен и никуда не спешишь. И если хоть немного из этого передалось через экран, значит, все получилось. Siento falta de tu amor.